Привет! Короче, это Витя Моц, и его скоро уволят нахуй, если вы не подпишетесь на группу Альфард Раша. Ведь уволят, если в группе не наберется 100 тысяч человек. Подписывайтесь на группу Альфард Раша. В группе Альфард Раша там тёлки, короче, сабвуферы есть, валево, хертрик, тёлки, есть машины, инсталлы, тёлки, там тёлок много, короче, есть. Слышь, нахер нам вот эта реклама? Ну, Витя попросил, сказал, уволят его, что ты доебался? Ну и уволят, ну и хуй с ним, ну возьму другого Витю. Ну, Витя валят, что без Вити будет мало ветра. Ну ладно, хуй с ним, слышь, а давай какую-нибудь еще за одну группу про кошек пропиарим, а? Нахера, ну мне надо, что, долб, что ли? Ты с котом плюшевым разговариваешь, конечно, Всем привет, это канал Loud Sound, и сегодня у нас обзор топового GVC. Эта магнитола сейчас самая лучшая, которая есть в модельном ряду GVC. И несмотря на ее совершенно не запоминающееся название, я думаю, она станет в ближайшее время довольно продаваемой моделью. С названия не зря начал. Вот мне никогда не были понятны названия типа R981, 782. Мне кажется, нужно выбирать что-то запоминающееся. 100, 900, R9, там, не знаю, могли назвать эту магнитолу, раз уж она действительно топовая. В этом обзоре мы ознакомимся прежде всего с функционалом магнитолы, то, что нам заявляет производитель. Далее мы ее, конечно же, вскроем, посмотрим, что там стоит за процессор. Также обязательно включим, посмотрим настройки. У нее есть очень интересные улучшайзеры. Интересно, конечно же, кроссовер вам, временные задержки и все остальные вещи, включая подсветку, мы в ходе этого обзора посмотрим и оценим. Функционал у этой магнитолы очень богатый. Здесь есть практически все, что в данный момент можно установить в магнитолу. Здесь есть поддержка флаг, Bluetooth, есть сменная подсветка, причем она трехзонная, 1,5 амперная зарядка ускоренная только для Android устройств, 3 пары RCA выходов, и причем они 4-вольтовые, Bluetooth гарнитура, 13-полосный эквалайзер, подключение 2 устройств по Bluetooth, то есть практически все, что вот сейчас есть на рынке, что предлагают другие производители, в эту магнитолу засунули. На этом этапе магнитола вот просто при всем. Супер, ни до чего не докопаешься. Ну давайте посмотрим поближе на весь этот функционал, поиграемся с настройками. Начнем с самого главного, это со звука. Я, к сожалению, не могу отслушивать все магнитолы. Я ее сейчас отвезу к Леше Тарасову, мы ее откроем, посмотрим, что там за процессор стоит, ну чтобы у нас было уже понимание, насколько эта магнитола будет отличаться по звуку от основных конкурентов. Так, я у Леши Тарасова, вот в этой обители, как сказать, электромеханики, как правильно, электромеханика это называется? Электроники. Как дома всегда себя чувствую, потому что я вот в такой же обстановке вырос. У меня папик вот этим же занимался. У нас ЦАПы также встроенные в DSP-шку. Сейчас мы ее спецификацию найдем. ST Microelectronics. Микросхема называется STA1080. Мы не нашли никакой информации о ЦАПах, в спецификациях нигде нет, все просмотрели. Понятно только, что они встроены в процессор, в центральный, как это в принципе сделано на Пионере, на Алпайне сейчас, ну кроме 80-го, 99-го Пионера. А по схеме, что скажешь, Леш? Как собрано? Собрано, как и все практически GVC, на хорошем уровне. Напомню, в Пионере у нас стоял процессор 1095, да? А здесь у нас стоит 1080. Это одинаковые процессоры, но 1095 у нас еще был предназначен для видео. То есть его же ставят и в двухдиновые устройства. А 1080 у нас заточен больше для звука, и он работает на частоте выше, чтобы это не означало. Он работает на 600 МГц. У Пионера 1095 работал на 450 МГц. А 1080 у нас стоит в GVC, 1095 в Пионере. В Пионере чуть более продвинутый, но вот в случае с однодиновыми CD-магнитолами эти функции и не нужны. Пока Леша ищет микросхему громкости, полазим у него тут чуть-чуть, тут кладезь. Вот этот Denon у нас был уже в прошлом обзоре. Теперь у него появился вот такой вот отросток. Леша говорит, что это самодельное теперь полностью устройство. От Denon здесь корпус остался и привод. Все ЦАПы, все остальное тут теперь самодельное. И что, он хорошо играет? Просто кайфово, кстати.
Это если Леша так сказал, значит вы такого вообще никогда не слышали. Встроенный усилитель мощности. Леша говорит, он тут какой-то другой, да? Ты такой раньше не видел, что ли? Какой-то новый. Это 4 по 50, да, называется то, что вот это оно, то, что на коробках пишут 4 по 50, это вот бздюшка. Итак, подытожим. У нас стоит микросхема практически такая же, как в Пионере. Чуть-чуть проще в плане функций, но с лучшим быстродействием. Не знаю, на что это влияет, потом поиграемся. На интерфейс это вряд ли, да, Леш, может влиять? Ну, посмотрим еще, как магнитола работает. Схемотехника обычная, ничего необычного. И усилитель мы не нашли, который встроенный. По нему информации никакой нет. Обычная магнитола, ничего такого примечательного, но у нас очень богатый функционал. Все это я расскажу в основной части обзора. Леша, спасибо. Пишут, давай обзор вот этой мастерской. Говорят, не нужны нам обзоры магнитофонов, поснимать, что тут есть. Но тут есть все. Тут надо приезжайте к Леше, что-нибудь починить и посмотрите. Мы выяснили, что в этой магнитоле стоит точно такой же процессор, как в Пионере, но немножко урезанный. С одной стороны, однако работающий на более высокой частоте. Как сказал Леша, в принципе это ни на что не влияет, то есть мы можем смело говорить о том, что здесь стоит такой же точно процессор, как в 580 или 5900 Пионере. Значит ли это, что звук будет такой же, или лучше, или хуже? Нет, не значит. В этом магнитофоне достаточно много других улучшайзеров, которые могут, в принципе, как влиять на звук в лучшую сторону, так и в худшую. Я могу смело сказать, что это не пластмассовая балалайка. В принципе, играть эта магнитола будет очень приятно. Давайте теперь посмотрим, собственно, настройки кроссовера, временных задержек, эквалайзера, подсветку глянем и посмотрим, как работает приложение JVC Remote. Итак, первое, что мы видим, это подсветку. Она шикарная просто, очень красиво светится в темноте и настраивается абсолютно как угодно. То есть у нас левая часть панельки настраивается отдельно, правая и экран. Выбрать можно как статичные цвета, так и изменяемые постоянно. Так вот, чтобы он там выделывался, чтобы плавно менял подсветку. Либо настроить под себя. Вот зона 1 мы выбираем цвет слева, зона 2 цвет справа. И дисплей зон можем выбрать тоже самостоятельный цвет. По визуализации вопросов нет, выглядит магнитофон шикарно. Дисплей не засвечен, очень приятный на ощупь кнопки и настраивается все кастомно под себя. Давайте посмотрим главные вещи. Это настройки звука. Чтобы переключить магнитолу в поканальный режим, нам не нужно заходить ни в какие глубокие настройки. При выключенном магнитофоне у нас достаточно в аудиоменю зайти в Crossover Type и вот здесь выбрать 2-way или 3-way. Сейчас мы переключим его в двухканальный режим и посмотрим, что у нас по настройкам в двухполоске. В двухполосном режиме у нас кроссовер необычный. То есть у нас есть сабвуфер LPF, это понятно. Фронт HPF и Rear HPF. То есть вот они три канала. И есть еще какой-то твиттер. Что это, я изначально не понял. У него есть частота, но нет слоупа, нету крутизны характеристики затухания. Зато есть два гейна. Gain left и gain right. А выяснилось, что вот эти кроссоверы, они у нас, как обычные кроссоверы, регулируют частоту и крутизну. Она же здесь есть. Причем крутизна 4-й порядок, до 24 дБ на октаву на всех каналах. А вот твиттер — это на самом деле просто уровень высоких частот. Мы выбираем частоту, допустим 6,3, и потом гейн, левый и правый. Ну, то есть, по сути, это какая-то часть эквалайзера, которая регулирует один из каналов. То есть 4-го канала здесь нет. Я уж подумал, это или ошибка. Посмотрел сзади, думал, может там 4 канала. Но нет. Обратите внимание на то, что все порядки у нас здесь 4-е. Давайте теперь перейдем в поканальный режим. Выбираем 3-way, подтверждаем. Выбираем кроссовер. Видим здесь теперь привычный нам твиттер, mid-range, вуфер. Mid-range у нас, соответственно, настраивается HPF, LPF. Все в одном меню. И вот здесь мы видим первый косяк этого магнитофона. И самый главный. У нас крутизна характеристики затухания, к сожалению, только 2-й порядок. На всех абсолютно каналах, даже твиттер. Вот если мы захотим срезать твиттер снизу на 6,3 кГц, мы это сможем сделать только с крутизной 12 дБ на октаву. То есть затухать будет не очень плавно, не очень хорошо он режет пищалки. Точно такая же проблема была на Alpine 195, когда он только появился. Потом это полечили прошивкой. Это в любом случае дело в программном обеспечении, потому что процессор у нас здесь стоит точно такой же, как в Пионере, а там 4-й порядки есть. То есть по кроссоверу оценка 4 с минусом, он есть, он
три полосы режет, но режет не очень хорошо. Давайте посмотрим, что у нас по другим настройкам звука. У нас есть саунд-эффекты, так называемые, расширение пространства. Ну, видимо, работает эта штука с задержками каким-то образом. Саунд-лифт, то есть подъем звуковой сцены наверх. Вот такие вот улучшайзеры здесь присутствуют, как K2 технология. Это, я так понял, что-то вроде саунд-ретривера, то, что восстанавливает пережатый звук и так далее. Вот этими всеми штуками можете играться, в принципе, ничего страшного в них нет. С чем играться не стоит? Вот есть такая настройка, она давно есть у GVC, Кендудов, по-моему, Speaker Size. Вот что это для меня всегда была загадкой в этой магнитоле, я с этим разобрался. Это страшная вещь на самом деле. Вы выбираете здесь просто тупо размер динамиков, например, вот выберем сабвуфер у нас, допустим, 12-дюймовый, там, да, 30 сантиметров. И что происходит после этого? Мы заходим в кроссовер и видим настройку сабвуфера 100 Гц. Ну, этот срез нам не подходит, мы ставим 60. Давайте попробуем теперь повторить. Заходим в Speaker Size, ставим размер сабвуфера, давайте тот же самый. Возвращаемся в кроссовер, и он нам опять поставил 100 Гц. То есть вот это вот опасная штука. Давайте теперь я вам покажу, что может произойти. Допустим, вы поставили срез на твиттеры 8 кГц, или вам поставили в ателье, а вы после этого решили поиграться с магнитолой. Выбрали твиттер, выбрали размер твиттера, решили, что у вас не middle, там, а small, например, или large. И заходите теперь в кроссовер. Он вам поставил 2,5 кГц. То есть вы сейчас спалите ваши твиттеры. Speaker Size я вам рекомендую вообще не заходить и ничего там не менять. Единственное, что может быть, это если сабвуфер поставить non, то у нас не будет настройки сабвуфера вообще. Ну, почему-то. Для меня это загадка. Вот мы сможем настраивать только среднечастотный канал и твиттер. Эквалайзер. Пресеты у нас есть различные, причем она вот здесь визуализацию сразу на экран выводит. Это очень красиво. Выберем User. У нас есть Easy EQ. То есть мы тут настраиваем сабвуфер, бас, мид, treble, все очень просто. И режим Pro EQ. Здесь мы настраиваем каждую частоту по отдельности. Достаточно гибко. И эквалайзер у нас 13-полосный. Это здорово. Временные задержки. Здесь все достаточно просто. Мы выбираем позицию прослушивания. Left вот слева. Дальше выбираем дистанцию до динамиков. Вот, расстояние до твиттера, правого, левого, мидбаса и до сабвуфера. Сабвуфер, вот, кстати, объединен сразу в монорежим. Не нужно крутить лево-право, как бывает на пионерах сделано. Кроме того, мы можем выбрать тип автомобиля. Вот я, если честно, не знаю, что это и даже вникать не хочу. Видимо, какие-то вот предустановки задержек она ставит. Amp Gain. Есть такая фишка. Что она делает, если честно, досконально я не знаю. Тут два варианта: High Power и Low Power. В режиме Low Power у вас будет ограничение громкости 25. В режиме High Power у нас будет ограничение громкости 35. Кстати, обратите внимание, как он подсветка индицирует об уровне громкости. Вот сначала она синяя, плавно перетекает в такую розовую и под конец красная, типа много. Так, теперь приложение GVC Remote. Оно сырое. И, честно, вот мог бы снять на целый час обзор, показывая его косяки. В принципе, задумка отличная и работает оно по Bluetooth. Можно настраиваться. Ну вот с интерфейсом начинаются уже косяки, там никаких смахиваний, ничего у нас это не работает. Оно очень сырое. Мы можем переключать источники, причем управляется здесь вот такими вот жестами. Жест влево-вправо, смена треков. Вот кружок, если нарисовать, можно выбрать источники. Давайте выберем iPod. Отлично вот реагирует, ну, в некоторых местах быстро, и вот задумка классная. Ну давайте, вот смотрите, первый косяк, русские буквы он не понимает, то есть русские песни будут выглядеть вот так. Далее перемотка, она у нас глючит, вот перемотать мы не можем. Видите, да, что происходит? Это у нас в режиме iPod. Давайте попробуем в режиме Bluetooth аудио. Здесь у нас, по-моему, получше будет с этим делом. Также мы видим отсутствие русского текста.
Вот здесь перемотка у нас уже работает, кривовато, но работает. Тип отображения плеера можно выбирать, можно сделать вот такой обычный, не жестами, а переключаться просто кнопками. И также мы можем настраивать звук отсюда. Могли бы, если бы это было нормально реализовано. Здесь мы вот можем выбрать, например, динамики, какие мы будем настраивать. Вот он, опять размер динамиков и кроссовер. Вот мы выбрали кроссовер одного канала, вот кроссовер другого. И здесь у нас все повисло, то есть он ничего нам не отображает. Вот появились названия категорий, но значения не появляются, изменить мы ничего не можем. Я пробовал подождать, у меня ничего не получилось. В общем, задумка хорошая. Если честно, лень тратить на него время. Долго могу рассказывать, что тут не так работает. Очень много глюков нашел, лагов, багов и так далее. Я предлагаю дождаться, пока выйдет обновление этого приложения. Я уверен, оно будет лучше. Итак, выводы. Мы получили действительно очень крутое устройство, но с косяками. Как говорится, первый блин комом. У GVC, насколько знаю, не было такого уровня устройств раньше. Мы получили 3 пары RCA 4-вольтовых, мы получили все возможные форматы там читаемые, отличную подсветку, внешнее приложение. То есть плюсов хватает, из минусов отметить нужно только крутизну на кроссовере и вот это приложение сырое. Я уверен, его доработаю. Задумка отличная, то есть теперь нужно грамотно реализовать, обновить его. Сейчас компанию GVC нужно попросить вот о главном изменении в этом магнитофоне, об обновлении программного обеспечения, чтобы у нас был полноценный кроссовер с 4 порядками. Я повторюсь, такая же у нас была проблема на Alpine первых, потом по обновлениям ПО они это пофиксили. Рекомендованная розничная цена этого магнитофона 9000 рублей, учитывая, что это магнитофон с поддержкой CD, Bluetooth, чтение формата FLAC, 2 подключаемых Bluetooth устройств и всего остального. Это действительно хороший ценник. Ну вот остается у нас косяк с кроссоверами. В принципе, вторые порядки, они уже достаточно для того, чтобы порезать и динамики, и твиттеры, но лучше резать 4 порядком или 3, потому что не всегда 2 достаточно, и у вас на твиттер могут лететь совершенно не те частоты, которые нужно, и вы с этим сделать практически ничего не сможете. Сможете чуть-чуть убрать, конечно, там эквалайзером, но в любом случае 4 порядок это must-have в таких магнитофонах. Магнитола новая, в продажу только-только поступила. Что-то там я, возможно, не сказал, поэтому если у вас есть что добавить или сказал я что-то не так, и хотите что-то исправить, поправить, пишите в комментариях, это обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вдруг еще на канал не подписаны. Все, это канал Loud, всем пока, живите громко. Вот так нормально? Да? Вот так. А запись идет? Да. Чуть у тебя глаза красные. Варил, что ли?